Друзья мои, приветствую! Как всегда на канале недвижимости в Италии, Алексей Азаров. Сегодня мы с вами находимся в сердце Тосканы, недалеко от Синалунга. Посмотрим виллу в стиле замка и всего лишь 100 гектар земельный участок с 2 озерами. Интересный проект был, это где-то в 80-х годах. Здесь тренировались лошади для спортивных скачек. Ну, потом, как всегда, родители, кто это все содержал, больше этим не занимается, и они продали всех лошадей, и в данный момент это просто продается по очень низкой цене, которую вы увидите, перейдя по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Все под реставрацию. Здесь где-то 30 гектар. 30 гектар можно посадить оливки, например, с семенотивом. То есть можно посадить какую-то агрокультуру, которую вы пожелаете. Вот. И 70 гектар – это лес. Также здесь на этих 100 гектарах зона, где можно охотиться. Сама структура жилого назначения около 700 метров, плюс еще 50 боксов для лошадей, тоже где-то 700 метров. Два озера. Одно побольше, другое поменьше. Дорога хорошая, то есть такая вот дорога тосканская, где-то метров 300, а до этого идет асфальтированная нормальная дорога. Поэтому, кому нравится охота, лошади, сходить по грибы, это все здесь можно сделать. Здесь 50 боксов, плюс-минус. На этой стороне еще внизу. Но земельный участок здесь серьезный, за ним следят, всегда чистят,
хоть лошадей уже и нет. Все это, конечно, красиво можно сделать. Здесь есть верхний этаж, и еще и нижний этаж. И еще чуть дальше где-то здесь через 300 метров будет озеро большое. Здесь еще отдельно живут смотрители данной недвижимости. Здесь такой большой open space с панорамными видами. Естественно, при желании можете сделать бассейн. Сам дом в нормальном состоянии. Как я и сказал ранее, все под реставрацию. Туалет. Везде камины. Победители, чемпионы, чья-то жизнь. «1997 год». Просторная терраса. И тут все, территория большая, ухожено, все это вот в собственности. Для лошадей здесь, конечно, было раздолье.
зашли с вами на башенку. Здесь еще одна терраса. Кто мечтал о своем королевстве, пожалуйста, 100 гектар. Монако будет вам завидовать. Ну, и еще плюс выше, но туда не полезем. Вот такой чисто тосканский вариант. Мы там спустились, и сейчас едем на машине к озеру. Ma qua quanti ettari più o meno? Qui in tutto sono 100 ettari. Sì, 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 no, ma per coltivato per le cavalli più o meno. Saranno una ventina di ettari. 20 ettari, 20 hectare. E cosa, voi utilizzate quest'acqua? Sì, sì, per irrigare, però ora non si irriga perché non c'è più cavalli. Però si utilizzava sempre Эти per озера irrigare они palle. использовали для того, чтобы поливать. Vedi c'è tutto l'impianto di irrigazione, quei cosi neri, Ага. è l'impianto di irrigazione. Здесь вот была ирригация, где вот черные трубы. Но сейчас нету лошадей, поэтому ничего не делают. Вот одно озеро. Дороги вот такие, стандартные, тосканские. Io pensavo andiamo da questo lago grande. Quello? Sì. No, Vuoi scendere? no, sì, io pensavo scendere. Vabbè, dai, Si scende, andiamo. si dice, tanto ce n'è una anche qua, Окей. Vuoi andare? Он сейчас хочет другое еще показать. Здесь два озера. Это все мы едем, это все территория этих 100 гектар. Cinquanta cavalli, sì, era una Sì. volta. 50 лошадей содержались тут. Un laghetto, non so se qui ci si fa entrare. Ci sta BMW. Vediamo. Spero di sì, no, si chiama il trattore. Если что, трактор потом вытащит. Un laghetto è qui. Perfetto.
Да, вот это путешествие. И здесь вот второе еще озеро, но все заросшее, но можно все, естественно, сделать и привести в порядок. Хорошая марка BMW. Это тоже вот здесь была ирригация. В общем, территории очень много. Ехали мы так полчаса, и все это земля Карабаса-Барабаса. Пешком, конечно, все это не объедешь даже и не обойдешь. То есть здесь каждые 20 дней менялись поля, да, засаживались, убирались, поливались, как бы, чтобы выросла трава. Вот. Лошадей переводили на другие поля, поэтому здесь достаточно много полей, которые всегда были в порядке. Сейчас они сухие, потому что нет лошадей, но они всегда, естественно, были зеленые, для того, чтобы лошади хорошо питались. А quante olive qua? 500 olivi sono lassù, vedi? И здесь 500 оливковых деревьев. Vedi lassù in cima. Ага. Вот здесь вот они находятся. 500 оливковых деревьев. И еще раз повторюсь, можете засадить 30. E possiamo massimo fare 30 ettari, sì? Seminativi. Sì, sì, 30 ettari. Questi paddock sono tutti seminativi, ci fai... Все эти вот поля, то, что мы сейчас видим, для лошадей, они все для, ну, можете засадить оливками. Si arriva fino lassù all'olivi, vedi vicino agli olivi. Мега территория просто. Все это вот леса, вот это все относится к собственности данной недвижимости. Рай для лошадей. А еще мне рассказал, Mi fermo qui. sì dai, andiamo indietro, владелец, что до сих пор они получают где-то 30 тысяч евро в год от лошадей, которые не продали и которые выигрывают скачки. Они с этого получают процент. И где-то 30.000 euro, dice, sì, che ti pagano se vincono, se vincono. Sì, no, il 20% sulle vincite. 20% In base a от, quanto vincono, capito? да, 20% от выигрыша. То есть, естественно, в зависимости от того, какой был выигрыш. С этого выигрыша те лошади, которые еще в строю, вот с них они получают 20%. И еще 10 тысяч евро ежегодно оплачивает государство за то, что они следят за лесом и этими землями. 10 тысяч евро оплачивает государство. Вот такая сегодня поездка была удивительная. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данного объекта. Всем здоровья, удачи, пока.